И снова всем привет, с вами Литорн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы в принципе исследовали весь остров, да, и нам осталось... Ну, там есть еще, конечно, лес, да, в который мы, возможно, зайдем, вот попозже немного. Вот, но сейчас у нас с вами... Ингвитанские руины. Давайте посмотрим, с чего мы можем начать. Тут есть казармы бригадира, следы Атаса. Вот это вот он такой, кстати, огромный, можно его увидеть, да? И вот он еще. Ну, в принципе, здесь очень много мест, в которые можно зайти. Ну, давайте начнем, наверное, с казарм бригадира, потому что, скорее всего, в них мы найдем какие-то следы того самого бригадира, который нам нужен. От которого нет вестей. Так. Пещерный паук. И честно... Пещерный жук, точнее. И, честно говоря, его уровень какой-то... Очень-очень-очень суровый. Ну, втроем-то мы, может, его завалим все-таки, да. Давайте сделаем вот так. Пойдем пообщаемся с ним. Так. Ну, как видите, его уровень, судя по всему, не про... Ну, возможно, это баг, да, то есть он какой-то странный баг, правда. Пистолет, свиток солнечного луча, медальон чемпиона. Этот небольшой адровый диск, очевидно, носит как медальон. На одной его стороне изображена триумфально вскинувшая руки фигура с мечом в одной руке и щитом в другой. Вторая сторона диска от времени стала гладкой, и ничего на ней нельзя разобрать. И записка бригадиру. Один рабочий вчера откопал этот старинный адровый медальон на нижнем ярусе. Вряд ли он заинтересует Адериси, зато он, кажется, довольно ценный. Будет здорово порадовать ребят неожиданной прибавкой к жалованию. Комарин, губка, личный тростник. Так, ну в общем, я думаю, что этот медальон нам понадобится, ребята, для какого-то задания. Увидим. Так, ну здесь никаких скрытных вещей нет, судя по всему. Ладно, хорошо. Так, первое место обследовали. Казарма бригадира. Древний зал для тренировок. Поехали. Я не помню, смотрел я на эту палатку или нет. Да. Предупреждение. Внутри крайне опасно. По приказу Адериси зал тренировок закрыт для посещения. Ну, когда это нас останавливало? Под гнетом... Под гнетом лет тренировочный манекен утратил свою подвижность. Так, а где жук? Ага, это не жук. Это скелет-воитель. Хорошо. Хроническая слабость.
Да, это ловушка, которую нужно будет в лагере только убирать. Во время отдыха, точнее. Так, меч, средний щит, нагрудник, средний доспех. Ну вот зачем? Зачем? Вот в Divinity, конечно, в этом плане было лучше. Там проще было. 3 раны, ребята. 3 раны. Может быть, загрузимся? Давайте загрузимся. Травмы. Если участника отряда вот так, ну, понятно. Ну что ж, теперь мы будем осторожными. Будем пытаться видеть все ловушки, которые есть. Так. Вон тут противник. Отлично. Их двое здесь на этот раз. Замечательно вообще. Давайте попробуем усилить способность. Ну, в принципе, тут вроде бы все просто. Все отлично. Так, у нас с вами пока только хронический ожог. А, ловушечка, да? Ладно, давайте пойдем здесь аккуратненько. Я помню, что вот здесь где-то еще ловушка есть. Давайте сохранимся. Или может быть все-таки нужна внимательность больше, когда мы не в стелсе. Так, мы видим противника. Сейчас нас увидит и нападет на нас. Хорошо. Ну да, они такие противники. А, восстанавливается после отдыха таки. Как видите, вот скелет воителя, там один черепок, значит, все-таки он выше нас уровня.
Так, ну и мы увидели одну ловушечку. Так, что мы находим здесь? А здесь мы находим булаву, большой щит и рукавицы точности. Так, отлично. Рукавицы точности мы даем сюда. Это вообще забираем сюда. Так. Отлично. Так, ну я надеюсь, что здесь единственная ловушка. Вот это. Нет, не единственная, видимо. Так, ну 2 ловушки это уже плохо, ребята. Давайте отдыхать. Статуя выполнена с большим вниманием к мелким деталям, от пряжек на поножах и до завитков волос. Наружная ловушка еще одна. Интересно, а что вообще мы здесь делаем? Здесь мы сейчас выйдем где-то с другой стороны, наверное. Зачем мы сюда приходили, я не могу понять. Давайте возьмем нашего главного персонажа и сейчас еще посмотрим на вот этот вот манекен. Клинок тренировочного манекена покрывает многочисленные зазубрины от ударов, доставшихся неудачливым ученикам. Интересно, я не понимаю, зачем мы сюда пришли. Может быть, мы сейчас выйдем на каком-то другом уровне, и для этого нам нужно было пройти это все. Сейчас посмотрим. Так, ну, кстати, да, мы вышли на другом уровне. Бесхозная кошка. Гоша. Восприятие +1. Воздействие животного на отряд. Пока Гоша следует за вами, вы получаете бонус к восприятию. Вражеские атаки оружием реже наносят критический урон вашему отряду. Прикольно. Так, а у нас есть только одно животное? Ну, у других пока нет ячеек под животное, но у главного есть. Да, с нами теперь ходит кошечка. Так, хорошо, ладно. Ну, смотрите, сюда мы могли зайти вот таким вот образом. А вот это мы смотрели, я уже не помню. Да, генератор время от времени начинает дико дребезжать, и вы отчетливо слышите, как металл трется о металл. Хорошо, мы можем подняться еще вот сюда. Я не помню, все ли мы там смотрели. По-моему, да, потому что мы здесь обходили все вокруг. Просто выход наружу. Хорошо. Ну что ж, тогда у нас осталось, получается, только резервуар с адрой. Резервуар сияющей адры, вон видите внизу. Но еще клетку, давайте сначала посмотрим на клетку. Интересно, можно ли ее открыть как-то, может там чемпионом.
конструкции, напоминающей клетку, заперты несколько мужчин и женщин. Их плохо видно через стекло, но вы замечаете, что они взволнованно жестикулируют. Анимант. Ты здесь? Твари ушли? Одна из женщин подходит к двери и прижимает ладони к стеклу. Осматривает дверь. Вы не видите ничего, что могло бы открыть эту дверь снаружи. Походу же, клетка заперта изнутри. Эти твари больше никого не тронут. Женщина отворачивается к своим товарищам, они негромко переговариваются. Потом она тянет за что-то, и вы слышите металлический лязг. Бельфетто, мы спасены! Молодой человек с ясными глазами, нервной улыбкой, радостно хлопает в ладоши, выходя из клетки. Стоящая рядом с ним женщина не спешит радоваться. «Мы с Хранителем всегда рады помочь», — говорит Зоти. Она широко улыбается и сияет гордостью. «Это губернатор Кларио послал тебя нас спасать? Ты не похож на стражника». Она поднимается на носки и заглядывает вам за спину, словно ожидая увидеть кого-нибудь еще. На вид ей около 35, но она кажется старше из-за сурово сомкнутых губ. «Я хочу разобраться, что происходит». Какая-то пожилая женщина выхаркивает на землю впечатляющий сгусток слизи и носком башмака накидывает на него кучу грязи. Недовольный анимант. «Я же говорила, что губернатору на нас плевать. Его интересует только личная выгода для него самого и других ваэлианцев». «Колосты!» Женщина резко обрывает своих спутников. Она облегченно вздыхает и поворачивается к вам. «Ты здесь, и это самое главное. А что вы все тут делаете?» «Прячемся, ясное дело». Уголки его губ подергиваются. Стоящая рядом с ним раздражительная женщина мягко кладет руку ему на плечо. «Мы просто измеряли сияющую адру, и тут произошло нечто странное». «Это было поразительно», — он облизывает губы. «Столб начал темнеть, земля содрогнулась, и наши инструменты отметили необычное отклонение. И все, у кого есть хоть капля мозгов, забрались в клетку». Она бросает на чересчур разволновавшегося молодого человека недовольный взгляд, но он остается незамеченным. А что случилось потом? Этот колосс, что-то вроде конструкта, выточенного из сияющей адры. Он подошел прямо к столпу. Бенесса закрывает глаза. Через секунду столб померк, и все, кто остался вне клетки, словно застыли. Они как будто обратились в пепел. Она сильно сжимает руки и умолкает. Молодой человек всем телом подается вперед, расширив глаза в каком-то нездоровом возбуждении. И тут появились пантеры и вирмы. Они принялись рвать наши палатки. Это было ужасно, но Энгферт... Бенесса бросает на него взбешенный взгляд, и он снова замолкает. Его лицо искажает непонимание и легкая обида. Многие до сих пор остались в руинах, в том числе и наш главный исследователь Адериси. Возможно, он нашел, где спрятаться. Нахмуренные брови молчаливо противоречат ее словам. Попробую его поискать. Вход в основную часть руин вон там, у рампы. Она указывает на чернеющий проход, уходящий вглубь восточной стены. Если собираешься спуститься, бери с собой Энгферта. Она поворачивается, жестом указывает кому-то из спутников выйти вперед. Эдер, ничего себе, как он похож на... Эдер почему-то резко обрывает самого себя. У него буквально отвисает челюсть. Вперед выходит какой-то эльф с острыми и резкими чертами лица. Встретив ваш взгляд, он вам кивает. У него прибавилось шрамов, но вы легко узнаете Алота Корвайзера. Алот касается пальцем губ, на которых играет хитрая усмешка. Анимант. Энгферт знает столько заклинаний. Сначала он гонял пантер настоящими сгустками пламени, но потом он чуть не сжег дотла одну из палаток, говорит Бенесса. Ну вот как. Было решено поберечь оставшиеся припасы. Мы все-таки надеялись выбраться, говорит недовольный анимант. А когда припасы подошли бы к концу, спрашивает Зоти и обеспокоенно потирает переносицу. Другие отводят глаза. Боюсь, спокойнее в руинах не стало. Многие из наших остались там, внутри. Наверняка на запах собралось немало живности. Советую тебе взять провожатого. Если, конечно, Энгферт готов предложить тебе помощь. Она бросает быстрый взгляд на Алота. Тот кивает. Я с радостью тебе помогу. Он пристально, выжидательно смотрит вам в глаза.
Я с радостью приму его помощь. Алот отвечает вам короткой улыбкой. Береги себя, Амико. Она быстро сжимает руку Алота и отходит. Постараюсь. Алот кивает ей и отводит вас в сторону. Спасибо, что не стал меня выдавать. Думаю, у тебя ко мне немало вопросов, но, боюсь, их придется подождать до отплытия. Он с сожалением оглядывается на Бенессу и анимантов. Хотя бы скажи, что ты здесь делаешь. Это долгая история. Пока что тебе придется обойтись короткой версией. Я собираю информацию о работе местных анимантов. Он внимательно осматривает вас с головы до ног. Между прочим, я могу задать тебе тот же вопрос. Я гонюсь за гигантом из Адры. С тобой не заскучаешь. Алот поднимает одну бровь. Мы сможем все обсудить, как только покинем Порт-Маже. А сейчас нужно найти Адериси. Выберите класс. Так, ну он у нас будет волшебником. Ну что ж, у нас есть Алот. Вот сейчас наша команда начинает потихоньку приобретать законченный вид. Он волшебник 4 уровня. Вот, давайте посмотрим, что у него по заклинаниям. Встряска, веер огня, малые стрелы минолеты, помню. Горящие раны, катящееся пламя, омертвляющее копье, облако заторможенности. Да, да. Это тот самый Алот. Ну что ж, хорошо. Все получается, нам осталось идти только вниз. Отличное начало, я считаю. Ох ты ж, блин. Порошок сияющий Адра. Так, ну что ж. Так, подождите, а куда идти? Что-то я не понял. А, вот здесь где-то есть, типа. Что-то. Или нет? Хм. Так, вот сейчас я не понимаю, куда нужно идти. Неужели это все, что здесь было? Может быть, что-то новое открылось? Пролом в восточной стене. Так, давайте еще раз перечитаем. Под уровень арены, наверное. Ну, вообще логично, это и есть восточная стена. Это, видите, как оказалось, на карте не все
точки интереса. Новая карта. Возможно, медальон чемпиона нужно положить именно сюда. Все герои обязаны платить дань Инкандросу, ибо без него не будет славы. Медная чаша потускнела и стала сине-зеленой. Ее поверхность покрывает тонкий слой пыли и грязи. Изучить чашу внимательно. На дне чаши виднеется небольшое круглое углубление. Вы узнаете чашу для подношений, артефакт, который часто находят в ингвитанских руинах. Такой могли пользоваться только ингвитанцы очень высокого положения или совершившие подвиг. На подобной арене это был, скорее всего, какой-то воин. Поместите во впадину медальон воина. Отлично. Но это, конечно, не значит, что мы не пойдем сюда. Бедняги, они были к этому не готовы. Давайте, наверное, зайдем в могилу сначала, потому что вряд ли там есть кто-то. Я думаю, что это для нас типа секрет небольшой. Здесь покоится величайший из архитекторов Инксандрос. Амулет здоровья. Максимальное здоровье плюс 15. Адра Бан. Белая адра – крайне редкий драгоценный камень, который можно обнаружить в некоторых адровых образованиях. Иногда он появляется возле медных проводников, используемых в ингвитанских конструкциях. Розовые и фиолетовые жилки вкрапляются в сияющий белый цвет камня. Хорошо, давайте амулет здоровья экипируем. Так, защитные амулеты Атаса, у нас восприятие плюс 1 и способность включается. Так. Вот так мне нравится больше. А, здесь есть уже амулет какой-то. Плюс 1 религия, плюс 1 скрытность. Так, а вот здесь нету как раз. Так, ну как вы думаете, что бывает в месте, где блуждающий огонек? Спорлинг еще. Так, ну здесь со всеми вроде бы разобрались. Мы видим еще несколько трупов. Стены сложились внутрь, переградив проход.
Там где-то кто-то ходит. Аномалия ауры. Ладно. Морской бес. Честно засадим. Так, а спинник? О, факелы, я не знаю, нужны нам или нет. Наверное, не будем брать. Галеты обязательно нужны. Свиток малого исцеления, волнистая губка. Цвет пока возьмем. Шляпа немансера. Пальмовые пластинки. Нет, Фаер. Записка в дневнике. Нам невероятно повезло отыскать адровую жилу в таком идеальном состоянии. Концентрация ауры такая, что даже с дальнего конца коридора видим похоже на мерцающую звезду свет столпа. Иногда мне даже кажется, что я могу почувствовать его, словно тепло от солнечного света на коже. Прежде чем продолжать раскопки, нужно будет укрепить центральный зал. Руины нестабильная, разношерстная компания искать дикарей и оборванцев, которых набрала на работу Села, с каждым днем все сильнее трясется от страха. С помощью всего одного хранителя мы могли бы изучить распределение ауры в основной жиле и выделить области, которые имеет смысл разрабатывать. Увы, все мои письма директору Кастелу с просьбой прислать хранителю не принесли результата. Подумать только, валианская торговая компания со всем ее безграничным влиянием не может предоставить ни одного единственного кандидата. Остается только предположить, что эта проклятая Элет забирает их всех для своих идиотских экспериментов. Переправка. Можно подумать, у нас есть время этим заниматься. Доро Задире удалось голыми руками одолеть 7 зверей. Очистив большой кусок фрески от мха и грязи, вы видите отчетливое изображение гайтанцев. Все вроде бы, да? Так, получается, вот сюда есть еще путь. В принципе, по проводам идем. Это Адериси. Этот мрачный силуэт, застывший в середине шага, обращен к гигантскому адровому столпу, словно подминающему под себя всю залу. Пепельная рука мертвого тела прижата к тусклой поверхности камня. В останках мертвого кулака зажато несколько листов бумаги, переплетенных кожаным шнурком. Еще несколько листов разбросаны у вас под ногами. Адериси. Он был упрямый, даже слишком, но хороший парень. Надеюсь, чтобы здесь не произошло, это случилось быстро. Он наклоняется вперед, словно хочет закрыть мертвецу глаза или огладить его лицо, но только хмурится и сжимает руки. Вы вытягиваете из кулака бумаги, и пепельные пальцы рассыпаются облачком пыли. Так, записки Адериси. Здесь, рядом с этой одинокой фигурой, вас охватывает страх. Окружающий вас воздух, пепел, пыль. Здесь все недвижимо, все мертво. Стоит вам взглянуть на Адру, как это ощущение усиливается. В ней отсутствует энергия. Кажется, этот столб отрезан от колеса.
Вы кладете руку на поверхность сияющей адры. От нее исходит тусклый, теплый свет, но на ощупь адра прохладная. Ваши пальцы ощущают покалывание. Это немного неприятно, но все же не больно. В вашем разуме отдается эхом далекий, прерывающийся женский голос. Найди в нем свою душу. Вы внутренне собираетесь и обращаете взор вглубь энергии адры, так же, как вглядывались бы в душу. Внутри разлит ослепительный свет, но, постепенно привыкнув к нему, вы различаете сердце адры, бурлящий ком из миллионов фрагментов душ. Дрогнув, энергия протягивается к вам. Эквитанские руины раскалываются на куски и рассыпаются в пыль, оседая в темно-серых парах бездонного колодца. Сама земля превращается в ничто. Остается одно – дымчатые просторы границы, адровый столб и исходящие из него золотые нити. Их концы где-то за горизонтом. Вы концентрируетесь на нитях и видите обрывки воспоминаний, и своих, и принадлежащих тысячам других удерживаемых здесь душ. Тонкие волокна переплетаются, быстро превращаясь в золотой шнур. Негромко щелкнув, этот шнур мощной волной бросается в бесконечную даль. Волна эта так широка, что она уходит за горизонт, так и не найдя себе приюта. Неожиданно по угрюмым просторам границы разносится мощный, низкий грохот. Кажется, сами горы раскалываются под собственным весом. Мощная сила тянет вас к концу шнура. Вы перемещаетесь так быстро, что пустоши границы искажаются в ваших глазах, как если бы вы смотрели на них через неровную линзу. Вы останавливаетесь так же резко, как и двинулись вперед. Теперь вы висите под гигантской статуей из резной адры. Она слабо мерцает от наполняющей ее энергии, но заключенные в ней души и воспоминания не текут к ее подножию. Они крутятся в вихре, созданном неким невидимым источником в самом сердце статуи. Перед вами Эотас. Золотой шнур оканчивается в его спине и посылает в его мерно движущиеся конечности энергетические импульсы. Титан медленно идет к виднеющемуся вдалеке столпу из ослепительно сверкающей адры. Здесь, на границе, она светится даже ярче, чем Эотас. Из сонма кишащих в нем душ на вас смотрят десятки душ. Их отчаяние, их муки впиваются в ваш разум. «Помоги нам! Пожалуйста, помоги!» В вашем разуме отдаются эхом голоса потерянных душ. Вы чувствуете, что ваша собственная душа где-то там, среди них, дремлет в самой дальней части спирали. Потянуться к потерянным душам. Вы тянетесь к потерянным душам, но вас отталкивает невероятная мощь, наполняющая тело Эотаса. Волны энергии неимоверно сильны, сквозь них не проникает даже дар хранителя. Души чувствуют ваши попытки пробиться и пытаются вырваться из тела Эотаса, однако их мгновенно утягивает назад, в глубокий колодец сердца статуи. Это происходит так быстро, словно они падают в бездонную пропасть. Эотас замедляется и наконец останавливается. Его голова медленно поворачивается и замирает. Гигантские горящие глаза смотрят на исток золотого шнура. Встретившись с ним глазами, вы ощущаете всепоглощающую радость и одновременно глубокую печаль. Вы уже чувствовали подобную горечь в потерянных душах, однако они не переживали ее так остро. Ваш разум наполняется успокаивающим голосом. Чтобы отправиться на границу, пусть даже и хранителю, нужна великая смелость. Сердце Бога испускает волну восхищения, и на секунду вы словно растворяетесь в его силе. Не нужно преследовать меня, ни ради себя, ни ради других. Знай, грядет нечто прекрасное, грядет спасение для всех нас. Во лбу Эотаса разгорается ослепительное пламя, такое яркое, что даже души, дрожа от страха, бегут от его света. Свет слепит вас, но вы видите, как гигантская рука Эотаса тянется к золотому шнуру, той тонкой тетиве, по которой в него переходит энергия из адрового столпа, той нити, что удерживает здесь ваше сознание. Что все это значит? Солнце еще встанет, хранитель. Жди, оно принесет свет. Эотас дергает за золотой шнур, вырывая его из собственной спины. Нити рассыпаются на отдельные волокна, чернеют и превращаются в прах.
Гигант отворачивается и продолжает путь к сияющему где-то у бесконечного горизонта далекому адровому столпу. Прежде чем ваше сознание возвращается в руины, вы успеваете услышать последний отчаянный вопль потерянных душ. Все темнеет. На короткую секунду подступает тошнота, словно вас крутит и вертит в пространстве. Затем все проходит. Ваше сознание вернулось в ингветанские руины. Мир опрокинут на бок, столб перевернут. Вы морщитесь от неприятного ощущения, что стоите на потолке. Не в силах удержаться на ногах, вы падаете на колени у подножья сияющего адрового столпа. Еще недавно адра была тусклой и словно бы мерцала, но теперь она испускает ровный ясный свет. Вы снова касаетесь ее поверхности, но не чувствуете ни прохлады, ни легкого покалывания. Словно угли едва погасшего костра, адру наполняет приятное тепло. Когда вы возвращаетесь в мир живых, вы чувствуете на спине чью-то ладонь. Эдер. Эй, ты в порядке? Мы только что тебя вернули. Несмотря на грубый тон, вы видите в глазах Эдера искреннее беспокойство. Все совсем даже не знаю. Если уж ты не знаешь, это точно повод для беспокойства. Алот, я видел, как ты общаешься с душами мертвых, но это было нечто совсем иное. Что случилось? Он переводит взгляд на ярко светящуюся адру. Эотаз захватил 1000 душ, испытывающих невыносимое мучение. Я ничем не мог им помочь. Зоти, не верю, что Бог при рождении хочет, чтобы души страдали. Если он собирает их, у него есть на то причины. Что сказал Тхаун? Он встретится с нами? Что нам теперь делать? Он указал тебе духовный путь, так ведь? Как указал мне. Алот бросает на вас быстрый, довольный взгляд. Он направлялся к очередному столпу из сияющей адры. Как же мы будем ее искать? На архипелаге из 1000 островов. Я не понимаю, чего он хочет. Зачем он посылает мне эти сны? Вещи, которые я видела, они оставили отметины на твоей душе. Она поеживается и явно нет холода. Может, я и не знаю, что Кхаун уготовил мне, но он определенно хотел, чтобы мы с тобой встретились. Алот кивает с тихой улыбкой на губах. Да, ребят, на самом деле, ну это в принципе логично, то есть, наверное, он будет ходить от одного к другому столпу и собирать их энергию. Так, медный конструкт. Давайте сохранимся на всякий случай. 2 медных конструкта. Хорошо. Меч, туф. Это обычный вулканический камень. Кирка. Ну, возможно, кирка нам для чего-то пригодится. Здесь больше ничего нет. Хорошо. Подождите, а
разрушенный зал. Но точно здесь ничего нет? То есть просто два конструкта, немножко лутца? Странно даже. Ладно, хорошо. Так. Мы не были вот здесь, получается. Или отсюда мы пришли? Нет, вот здесь мы точно не были. Отсюда мы не приходили. Пороховая бочка, кстати, можно было взорвать, возможно. Истрепанная записка. Сначала у меня были сомнения насчет конструкторов. Новые технологии уже не ударяются в такие крайности, как то, что предлагали чудаки вроде Гальвина. Но привыкнуть к тому, что вокруг бродят здоровенные, шумные, безмозглые громадины, не так уж просто. Конструкторам требуется ежедневное обслуживание, рабочие их боятся. Но надо признать, они весьма эффективно защищают нас от местного зверья. Когда такая махина стоит рядом, можно работать спокойно. А Дариси их терпеть не может и старается держаться от них как можно дальше. Одно это уже большое преимущество. Так, вот еще сундучок. Еще у нас ни у кого механики нет, поэтому с сундуками нам не везет, ребят. Бочки мы можем аккуратненько поразрушать. Потому что, да, в них вот может быть всякие полезные штуки. Главное, пороховые не трогать. Ром. Маслом. Так, а вот теперь можно тронуть и пороховую. Или ее нужно обязательно поджигать, это круглый посох пороха. Интересно. О, вот, видите, не зря мы сюда пришли. Личинка, отлично. Очень полезно, да. Так. Вот, смотрите-ка, у нас загадка, кажется. Пройти сможет лишь отважный, беспечный и удачливый. Бронзовые элементы похожи на жаровни. Металлические лепестки покрыты сажей, а под изящной решеткой виден свежий уголь. Кто-то недавно разжигал здесь огонь. Вы тоже можете это сделать. Так, пока не будем трогать жаровню. Давайте походим. Ну, я так понимаю, что вот, видимо, нужно стоять на каких-то правильных символах, но сейчас мы это выясним. Возможно. От надписи сохранилась лишь часть. Рака счастливчик. Камень вокруг обтерся до гладкого состояния. Кусок статуи возле ног явно с силой откололи. Да славится имя отважного Аварикса, мастера меча. Память о возлюбленной сестре Саме. Так. И здесь мы уже были, только вот здесь не были, по-моему.
раствор. Галета. Отлично. Все. Ну, получается, осталась только эта комната. Ладно, пойдем разжигать жаровню тогда. Давайте только сохранимся. Сначала ничего не происходит, но потом в жаровне вспыхивает пламя. То же самое. Вы едва подносите факел к бронзовой поверхности, как она вся занимается огнем. Пламя спускается к узкому каналу между жаровнями. Но хоть не врасплох. Так, не, ну подождите, нельзя же просто так это классить, правильно? Пройти сможет лишь отважный, беспечный и удачливый. Давайте посмотрим, может быть на их символах какие-то есть штуки. А, вот, смотрите. Значит, вот такая штука. Отважный, беспечный и удачливый. Так, и вот такая штука, значит, короче говоря. Две мы видим, а третий у ног это вот здесь вот, наверное, щит. Возможно, где-то мы его, конечно, видели, но нам проще будет, наверное, перебрать, я думаю. Да. Так, значит, отважный, беспечный. Этот у нас счастливчик. Отважный это вот этот. То есть отважный, беспечный. Значит, у нас нету среднего варианта. Так. Блин, надо поискать. Это было бы лучше. Так, где мы могли видеть такой осколок щита? Точнее, не осколок щита, а щит. Насколько далеко он вообще может быть от этого места? Или все-таки его нет, и нам нужно самим разгадать? То есть у нас есть первый и последний. Первый это вот этот. Сейчас. Первый это вот этот. Последний это вот этот. Отлично. И мы нашли меч гладиатора. Одноручный меч, который дает плюс 15 урона, точности, пробивания, крик. Дает крик. Древнее искусство, позволяющее найти баланс между защитой и нападением. Повышает урон в ближнем бою и отклонение при наличии щита. Изъеденный клинок, минус 1 пробивание. Короткий меч с отливом из бронзы, с отлитым из
бронзы обоюдоострым с острым клинком. Это древнее оружие одинаково хорошо подходит для колющих и режущих ударов. Потемневший выщербленный клинок до сих пор держит заточку. Аквитанский гладиатор, что когда-то сражался этим мечом, наверняка держал во второй руке бронзовый щит, чтобы уравновесить небольшую дальность поражения клинка. И хризолит. Так, давайте сравним этот меч с тем мечом, который у нас есть. Но этот лучше. Явно лучше. Ну что ж, давайте тогда его экипируем. Вот так. Интересная загадка, но она просто, конечно, решалась, но тем не менее. Так, ну что ж, получается все. В принципе, такой классический данж, как в большинстве игр вот подобного жанра, да, встречается у нас. Замечательно. Я думаю, ребят, что на этом мы как раз серию с вами закончим, потому что время уже подходит к концу. Вот. А в следующей части мы продолжим исследование. Возможно, наконец-то починим корабль и уплывем уже отсюда. Посмотрим. Ну, на сегодня это все. С вами был Реторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующей встречи.